Всем большой привет! С вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике. И сейчас у меня проходит моя олимпиадная смена Ньютон по механике. Она закрытая. Записаться туда, если что, можно по ссылочке в описании, применив этот супер промокод. Но в этом видео ты увидишь слив некоторые решенные задачи с этой смены. Ты увидишь, как я объясняю на этой смене, как у нас проводится это обучение. Ну и заодно ты познаешь решение очень мощной, крутой и интересной задачи. Так что уже поставь лайк этому видео за эту грядущую задачку. Поэтому если ты захочешь поступить в вуз без всякого там ЕГЭ, не переживав на тему там 100 баллов, 80 баллов, либо 70 там что баллов получается, а просто взять и затащить олимпиадку и за механику быть спокойным, то для тебя эта смена Ньютон будет самое то. Она и готовит людей с любого начального уровня до уровня перечня плюс. То есть до уровня того, что ты сможешь спокойно решать задачи и понимать задачи физтехолимпиады, Росатом олимпиады, некоторые, может быть, с региона и так далее. И на этой смене мы с вами будем учиться чувствовать, понимать всю физику процесса. Это самое ключевое и самое главное. Переходи по ссылочке в описании, применяй этот супер промокод JUN, который дает скидку в 10%, особенно если ты возьмешь бандл, то у тебя будет Tesla электростатика со скидкой в 50%, потом еще Фарадей магнетизм со скидкой в 70% и оптика бесплатно. И сверху все это отшлифуешь промокодиком JUN, ой, лепота просто происходит. Поэтому ссылочка в описании, присоединяйся и давай начинать жестко ботать. Однажды ученые решили проанализировать движение заряженного металлического шарика массы m в специфическом электрическом поле. Изначально шарик удерживают очень высоко над полом. То есть у нас большое будет расстояние от этого шарика до нашего пола. Потом шарик отпускают, и в этот же момент времени включают однородное вертикальное электрическое поле, такое, что E у нас будет прямо пропорционально времени и направлено вверх. Ученые заметили, что в моменты времени t1 и t2, где t1 меньше, чем t2, скорость шарика принимает одно и то же значение по модулю. Вау, неожиданно. Определите. Первое. Данную скорость v со звездой в эти моменты времени t1 и t2. Потом время тау, спустя которое скорость шарика второй раз станет равной нулю. Ну, первый раз она была равной нулю в самом начале момента времени, а тут второй раз станет равной нулю. И время t0, которое будет меньше, чем тау, спустя которое скорость шарика принимает максимальное значение. Само максимальное значение этой скорости Vmax шарика в этот момент времени t0. И пятое — это значение направления скорости шарика в момент времени 2 тау. Ну, вы мне уже сейчас напишите, как... Ну, давайте вы мне напишите, наверное, по 5-бальной шкале, насколько вам страшна эта задача. Сразу скажу, что, конечно, она будет уровня, наверное, 9 класса подойдет. То есть уровня 9 класса она прекрасно подойдет. Только единственное, вы меня можете спросить, а что здесь про электрическое поле? Но я вам сейчас все расскажу. 5. Ну вот мне интересно от Тубретки уже узнать, что он скажет, раз много что может быть легкое для него. Да, привет. Сразу скажу, что здесь самое важное — это примечание, которое вас на самом деле очень-очень спасает. Третье — это считать, что электрическая сила, действующая на шарик, она выражается так, что электрическая сила прямо пропорциональна времени и направлена вертикально вверх. Это, наверное, самая главная часть этого условия. Почему? Потому что эта задача, она ориентирована на то, чтобы напугать девятиклассника, например, или десятиклассника, если который еще, например, электрическое поле не проходил. Конечно, в идеале, наверное, можно было бы здесь сказать, что да мы вроде электростатику знаем и так далее, но я хотел здесь показать, что вот этими фразами, которые здесь я написал, про электрическое поле, заряженный шарик, я на самом деле хотел напугать. Потому что многие, на самом деле, могут просто взять и напугаться от этих слов. Ну, если электростатику, например, никогда в жизни не слышал. Так, например, сделали в физтехолимпиаде в каком-то 23-м году, только по термодинамике, там немножко другие дали части, и люди такие, что это такое? Хотя в условии было написано, как мы должны с вами оперировать всеми величинами, всеми силами, что нам будет сказано как раз в условии. То есть нам здесь сказали, что у нас есть электрическая сила, прямо пропорционально времени и направлено вертикально вверх. Все. То есть мы можем просто взять и забить на то, что у нас какое-то электрическое поле, там от него какая-то сила создается. Там, если вертикальное электрическое поле, то сила будет вертикальной. Об этом можно даже не думать.
самая главная фраза была в конце. Электрическая сила прямо пропорциональна времени и направлена вертикально вверх. Все. Об одном, о другом, связанном там с заряженным шариком, мы забиваем. Поэтому здесь давайте мы с вами запишем, что нам известна масса маленькая нашего шарика, ну и будет известно, что электрическая сила прямо пропорциональна времени. Ну и заодно момент времени T1, T2. Так, T1, T2 и электрическая сила у нас прямо пропорциональна времени, но это то же самое, что просто у нас будет некоторый коэффициент пропорциональности альфа, помноженный на время t, где альфа, да, он неизвестен нам, но просто некоторый альфа t. Давай здесь пометим, что альфа неизвестен. Альфа неизвестен. Известен. Ну, поехали. Какие здесь-то будут вопросы? Первое — это v со звездой в этот момент времени. Бам-бам-бам. Второе. Это получается, что у нас? Время тау, спустя которое скорость шарика у нас занулится. Так, третье. Это найти момент времени t0, при котором у нас будет скорость максимальна. Четвертое. Это получается найти ту самую максимальную скорость. Vmax. И пятое. Здесь я спросил направление и значение. Это то же самое, что я просто спросил, как у меня выражается сам вектор. Поэтому давайте мы с вами здесь укажем, что, например, это будет вектор скорости момент времени 2 тау. Ну, не знаю, можно его обозначить как v, не знаю, там, v2 вектор. Все, он мне неизвестен. То есть я хочу найти и направление, и модуль. Ну вот, с условием разобрались. Так что погнали-то решать нашу задачу. Вот. Так, ну давайте я изображу здесь какой-то начальный момент времени нашего шарика. То есть он будет располагаться здесь. Нам будет известно, что этот момент времени t равный нулю. И что при этом нам известно, что так как у нас электрическая сила, она прямо пропорциональна времени, то в начальный момент времени чему будет равна электрическая сила? Вы мне напишите в комментариях. Ну а пока вместе с этим, конечно, я отображу еще силу тяжести, которая будет действовать на мой шарик в этот момент времени. Сила тяжести маленькая g, потому что у меня это все располагается в поле тяжести Земли. Правильно, у меня будет нулевой, потому что в начальный момент времени t равняется нулю, сюда подставляем, получаем электрическая сила у нас нулевая. Значит, здесь у меня будет действовать одна единственная сила mg, ну и вследствие которой наш шарик, он начнет свое движение сначала вниз. И вот давайте мы с вами изобразим положение нашего шарика в какой-то произвольный момент времени, когда у шарика сюда будет направлена скорость и будет выражаться как вектор v. Вместе с этим давайте укажем, что в этот момент времени t, это какой-то будет произвольный момент времени t. Также попробуем это здесь указать. Вот какой-то произвольный момент времени t. Тогда к этому моменту времени t, во-первых, запишем, что мы с вами прошли расстояние, ну или прошли вектор s. Вот он, вектор s. Ну и вместе с этим, конечно, давайте укажем силы, которые будут действовать на наш заряженный шарик. Ну, конечно, во-первых, это будет действовать сила тяжести маленькая g вектор. Маленькая g вектор. Ну и вместе с этим еще будет действовать электрическая сила, F электрическая вектор, которая в данном случае будет направлена вертикально вверх. Потому что нам это сказали по условию. Она направлена вертикально вверх. Угу. Ну вот, куда здесь направлено ускорение, на самом деле здесь есть свои нюансики, то есть пока непонятно. Ну, раз мы понимаем, что у нас скорость еще, наверное, увеличивается, то мы можем обозначить, что, наверное, у нас вектор А будет смотреть еще вниз. То есть у нас электрическая сила, она же равномерно со временем увеличивается. То есть вначале она могла быть довольно маленькой, а сила тяжести могла быть еще довольно большой по сравнению с электрической силой. Поэтому равнодействующая сила будет смотреть вниз. Вот. Поэтому давайте мы с вами запишем сначала, что первое. Это давайте запишем второй закон Ньютона для нашей материальной точки. И потом посмотрим, а что мы можем тогда, в свою очередь, здесь чего-нибудь дополнительного здесь сделать. Так, второй закон Ньютона. Он нам скажет, что масса на ускорение это будет сила тяжести маленькая g вектор плюс вот эта электрическая сила. Еще раз скажу, что нам все же необходимо знать про электрическую силу, что она просто прямо пропорциональна времени и направлена вертикально вверх. Больше ничего нам про нее знать здесь не требуется. Все остальные слова, которые здесь были, они просто должны были вас пугать. Ну, надеюсь, что многих и не напугали. Так, давайте я здесь введу, наверное, какую-нибудь ось x.
и на нее все это буду проецировать. Вот у меня будет ось X. Проецируем тогда на эту ось X. Получается, что, конечно, у меня будет масса на ускорение в проекции на ось X. Здесь всегда мой совет оставлять лучше проекцию, потому что у нас ускорение может быть как вниз, так и вверх, если электрическая сила станет довольно большой. И чтобы лишний раз это там здесь плюс-минус не писать, пусть этот плюс-минус будет как раз содержаться внутри этой проекции. Он внутри себя будет все это содержать, и он сам будет учитывать, а вектор А направлен вверх или вниз. Так, потом, ну, силу тяжести, наверное, давайте сразу раскроем, потому что, ну что, она нам известно, что она всегда смотрит вниз, это хорошо. Поэтому мы получаем, это будет плюс mg. Потому что у нас mg направлено как раз-таки вдоль оси x. Ну а электрическая сила направлена против оси x, поэтому мы можем написать, что здесь будет минус Fm. Здесь на всякий пожарный, все-таки проект только вчера некоторые могли изучить, напишите здесь два плюсика, если с этим согласны. Тогда раскрываем нашу электрическую силу и получаем, что масса на проекцию ускорения это будет mg минус альфа на t. Шикарно. И мы с вами получаем связь между ускорением и временем. То есть у нас получается, кстати, заметьте, как зависит проекция ускорения от времени. Интересный момент. Поэтому, если что, вот отсюда вы можете найти, как у вас будет изменяться скорость со временем, если вы будете просто считать площадь под графиком в зависимости от ускорения от времени. Потому что, как вы помните, изменение скорости — это есть сумма всех ax дельта t, а это и будет как раз площадь под графиком в зависимости от ускорения от времени. А это линейная у нас зависимость. Но здесь, на самом деле, я не об этом хотел сказать. Я больше хотел сказать о другом. Хотя давайте, лишним здесь не будет, изобразить этот график. Вот мне в голову сейчас пришло, вот почему бы и нет. Вот у нас будет ax. Просто так, чтобы покачать, чтобы примерно понять, что у нас здесь будет происходить. То есть у нас вначале будет mg, деленное на m. Ну или просто можно будет обозначить как чисто g. Давайте попробую указать. Так, где ты? Ну вот он ты. То есть вначале у нас будет g. Ну потому что если вы t приравняете к нулю, у вас масса сократится, а потом график будет идти вот таким образом. И здесь, если что, у вас будет какой-то момент времени, когда у вас ускорение занулится, как вы понимаете, а при этом, что очень важно отметить, что здесь у вас вектор А, он у вас сонаправлен с осью x, потому что у вас, видите, проекция на всех этих участках, она положительная, поэтому вектор А будет смотреть вниз. А потом, как вы можете заметить, у вас вектор А, он будет противонаправлен оси x. Это то, что мы можем с вами получить из графика. То есть на этом участке у вас вектор А, он меняет свое направление, потому что АХ будет отрицательно и так далее. Но об этом мы с вами еще сегодня много поговорим, в других там задачках, но минимально здесь алгоритм, ну минимальный анализ, я думаю, здесь привел. Вот, давайте мы с вами возьмем и домножим вот это соотношение звездочку на дельта t. То есть я хочу взять и домножить на маленький промежуток времени дельта t. Что тогда получаю? Я получаю, что max дельта t, это в свою очередь будет что? Это будет mg на дельта t минус альфа t на дельта t. К чему я здесь пришел? Я пришел к тому, что это соотношение у меня как бы производится за промежуток времени дельта t. Почему? Потому что давайте вы мне сами напомните, а что такое ax помноженное на дельта t. Я думаю, мы вчера много этому времени уделили, и вы мне с легкостью скажете, что такое ax на дельта t. Произведение проекции нашего ускорения на ось x помноженное на этот промежуток времени. Правильно, это будет dvx, то есть это будет наше изменение проекции скорости на ось x за этот маленький промежуток времени дельта t. Не скорость, а изменение проекции скорости. Потому что здесь я вам давайте напомню, что вектор v, ну или что дельта v вектор по дельта t, это есть ускорение а. И поэтому, если вы спроецируете на ось x, вы просто x навешите и домножите на маленький промежуток времени дельта t, вы получите дельта vx. Здесь напишите ок, если это ок. То есть, как минимум, вот отсюда я получаю, что дельта v вектор это будет а вектор дельта t. Вот так. Это просто хотел бы отметить здесь отдельно.
Вот, тогда переписываю, и у меня получается довольно красивое соотношение вида m дельта vx. Это будет mg на дельта t минус альфа t дельта t. И теперь же давайте возьмем и просуммируем данное выражение. То есть получаем m на сумма всех дельта vx. Это будет mg помноженное на сумму всех dt-шек и минус, в свою очередь, альфа на сумма всех t dt. Зачем я беру суммирую? Я хочу получить связь за большой промежуток времени t, потому что это у меня связь за промежуток времени дельта t, то есть это за dt. Связь и мои изменения скорости и промежуток времени дельта t. Но я хочу найти, что у меня будет за большой момент времени t, ну, за большой промежуток. Поэтому тогда я беру, суммирую все вот это выражение за весь этот промежуток времени, потому что я его буду разбивать на много-много маленьких кусочков. Вот у меня каждый маленький кусочек. За каждый маленький кусочек я имею вот такую связь. И просто все эти выражения я беру, суммирую. И получаю такое выражение. Как у меня будет меняться моя проекция скорости на ось X? Ну, вначале у меня была нулевой. То есть у меня никакой в начале скорости не было. В конце у меня будет что? У меня, как вы можете заметить, Vx просто равняется... хотя давайте просто оставим Vx. Да. Лучше просто будет оставить Vx чисто. В конце у меня будет какая-то наша проекция скорости Vx. Потом здесь у нас время будет как меняться от 0 до t. И здесь у нас время меняется от 0 до t. Ну и получаю, раскрываю наши суммы, у меня выходит масса на Vx минус 0. Это у нас будет как mg на t минус 0. И еще минус, конечно же, альфа на t в квадрате пополам минус 0 в квадрате пополам. Но я думаю, если мы с вами вычитаем 0, то на него мы с вами можем просто взять и забить. Поэтому, конечно, я получаю такое выражение вида mvx. Будет выражаться как mgt. И, в свою очередь, минус альфа на t в квадрате пополам. Давайте я попробую выразить проекцию моей скорости на ось X в зависимости от времени. Что я тогда получаю? Что Vx как функция от времени у меня выражается вот таким интересным образом. Вида. Мы поделим просто на массу. Я получаю, что это будет gt минус альфа, деленное на 2m на t в квадрате. Здесь напишите пятерочку, если вы согласны с этим выражением, как я его здесь получил. Так, давайте я немножко условия задачи уберу, а то, как я понял, оно мешается. Жду-то здесь пятерочку. И что самое ключевое мы можем здесь сказать? Мы делаем вывод, что у нас здесь получается Vx в зависимости от времени. Это просто будет квадратичная функция, графиком которой является парабола. Ну и вы мне скажите, а у этой параболы ветви куда будет направлены, вверх или вниз? Посмотрев на этот коэффициентик. То есть здесь давайте я пока сам подпишу, что у нас это будет квадратичная функция, график которой является парабола. Так. Квадратичная функция, график которой парабола. И здесь в скобочках можно указать парабола и ветви. Правильно, вниз. Ветви смотрят вниз. Или можно сказать график парабола, график которой парабола с ветвями вниз. Лучше, наверное, будет так, правда, указать. Так, вот она, эта штучка. С ветвями вниз. Указали. И тогда давайте мы попробуем взять и изобразить этот график зависимости Vx от времени. Что я здесь получаю?
Vx от времени у меня будет выглядеть вот таким образом. Так, хоп. Время t. Здесь у меня будет Vx от t. И что здесь хотелось бы отметить, что данный график особенно будет удобно изображать, если мы с вами здесь запишем, знаете как? А вот таким образом, что Vx это будет t, давайте вынесем, здесь будет g минус альфа, деленное на 2m, t. Потому что здесь тогда будет удобно изобразить этот график по нулям функции. То есть у нас принимает значение наша проекция скорости нулю, когда? Когда у нас, во-первых, t будет равняться нулю, а во-вторых, когда у нас будет вот это выражение также выражаться как 0. Вот давайте мы его с вами, наверное, здесь как-нибудь укажем, что это будет момент времени тау. Только, наверное, лучше будет его изобразить здесь снизу, но хотя, наверное, так. Вот. То есть давайте укажем, что у нас Vx равняется нулю при t равном нулю и или, лучше, наверное, написать, или t равном как 2m g, деленное на альфа, верно? То есть я вот эту величину приравняю к нулю, и тогда у меня получится 2mg, деленное на альфа. Ну а с другой стороны, это будет как раз наш момент времени тау, когда мы с вами второй раз поимеем скорость равную нулю. То есть здесь, видите, нам как раз спросили момент времени тау, когда у нас скорость опять занулится. Это будет вот этот момент времени. То есть, видите, у нас два варианта, когда скорость зануляется. Вот. И тогда здесь для удобства нам остается просто взять, найти такую сердцевинку. И здесь показать, что у нас будет максимум у этой параболы. Так. Жух. Бам. Ну, вроде у меня получилось это как-нибудь показать. Вот как-то так. Ну, вроде получилось. Нужно найти вершину, да ее легко. Это просто будет серединка между двумя этими нулями функций. Вот, здесь давайте мы с вами укажем, как раз это будет момент времени это 0, потому что, как вы понимаете, именно в этот момент времени мы с вами достигаем максимальное значение скорости, Vmax. Ну и все прекрасно. То есть, честно вам скажу, нарисовав этот график, мы с вами просто отвечаем сразу на 3 целых вопроса. Тау, T0 и Vmax. Да, бам! Готово. Самое главное, нужно просто было прийти к этой функции. Вот. Угу. Поэтому давайте здесь я обозначу это первой точкой. Потом я, наверное, обозначу второй точкой, что у нас при t равной t0 Vx принимает по модулю максимальное значение. То есть Vx будет равняться Vmax. Vx от t0 будет равняться Vmax. Так, интересно, я поместился? Да, я поместился, то есть я, получается, могу до сюда примерно. О, четко. Так, здесь мне напишите, пожалуйста, плюсик, если с этим согласны. И тогда я могу сказать, что этот момент времени это 0. Как у меня выражается? Это будет, получается, координата вершины моей параболы. Но координату вершины моей параболы я, во-первых, могу найти как сердцевинку между двумя нулями наших функций. Или же могу как раз воспользоваться вот этой формулой как минус b, деленное на 2. Давайте я этим здесь воспользуюсь. То есть минус b, деленное на 2a. И как у меня тогда будет выражаться t0? t0 будет выражено минус b, это будет минус g, и деленное на 2, где а это как раз будет коэффициентик минус альфа, деленное на 2m. То есть это получается будет минус 2 на альфа, деленное на 2m. Ну и отсюда я получаю, у меня двоечка сокращается, и минус у меня также сокращается, то есть это просто будет mg, деленное на альфа. Ну и на самом деле это просто будет тау пополам. Это чисто из логики на самом деле можно было получить. То есть тау пополам. Давайте тогда мы с вами выделим вот эти основные вещи, которые мы с вами здесь получили. Что тау это 2mg, деленное на альфа. И здесь t0 это у нас будет mg, деленное на альфа. Вроде бы кажется, что все отлично. Все, мы с вами решили задачу. То есть нашли t0, там, например, тау. Но на самом деле нет, мы еще не нашли, потому что нам коэффициентик альфа неизвестен. То есть про коэффициентик альфа нам нужно будет болтать отдельно. Угу. Ну ладно, давайте пока не будем рассуждать на тему коэффициента альфа, давайте просто продолжим, что мы с вами можем найти Vmax. Правильно? Мы же можем ее найти. Зная t0, мы с легкостью находим Vmax. Поэтому подставляем наш t0 в это значение нашей функции, ну или в это, куда захотите.
И получаем, что Vx от t0 у нас выражается как Vmax, а значит будет выражаться. t0 поставляю сюда, это будет g помноженное на t0 вида mg деленное на альфа, и потом минус альфа на 2m на t в квадрате. Здесь я подставляю t0 в квадрате, то есть это будет mg в квадрате, деленное на альфа в квадрате. Угу. Ну и что я здесь вижу? Я, во-первых, здесь вижу, что у меня здесь станет g в квадрате, как минимум. Здесь у меня одна масса, она сократится, правильно? И один коэффициентик альфа у меня сократится. Даже не знаю, как бы это здесь показать. То есть, бум-бум-бум. Ну, короче, мы получаем такой результат вида. Здесь будет суммарно mg квадрат альфа. Я так буду чуть-чуть мелочить, потому что у меня здесь мест нет. mg квадрат на альфа. А здесь у меня получится то же самое, только в 2 раза меньше. То есть я могу написать, что это будет mg в квадрате, деленное на 2 альфа. Ну и ясное дело, если здесь mg квадрат на альфа, здесь mg квадрат делен на 2 альфа, беру, вычитаю и получаю такой результат вида. mg в квадрате, деленное на 2 альфа. Вот. То есть максимальное значение скорости мы с вами также смогли выразить. Бэм, бэм. Так, здесь напишите десяточку, если с этим вы также согласны. То есть, ну, формально мы с вами Vmax, T0 и tau знаем. Ну так, почти. Нам единственное, а разве не нужно выражать скорость максимальная? Не понял. Вар. Ты говоришь про Vmax вот в таком формате, как минус b деленное на 2, или про что? Я не сильно понял. Или все окей? Все, вопрос разрешился, или как-то на него по-другому еще ответить? Вот. Ну, теперь нам хотелось бы разобраться с этим коэффициентиком альфа. Что мы можем сделать? Ну, наверное, попробовать ответить на первый вопрос, на v со звездой. Так. Можно из графика x найти t0, это точка пересечения с осью t. Да, то есть если что, конечно, у меня будет t0, он будет ровно так же здесь. Это хорошее, кстати, замечание, давайте мы его с вами здесь тоже пометим, что здесь на самом деле у меня будет также момент времени t0. Почему? Потому что на самом деле, когда у вас скорость, она принимает максимальное значение, то есть лучше даже не максимальное значение, а является максимумом у этой функции, то есть видите, Vmax является максимумом у этой функции, то в этом случае у вас ускорение, оно зануляется. Это на самом деле является чисто прямым следствием из чего? Из производной. Вот. То есть, так как здесь у нас получается, что дельта Vx по дельта t это будет AX, то в чем прикол? Когда вы достигаете максимального значения, то есть максимума, у вас вот это производное или вот это изменение, оно здесь, оно примерно равняется нулю. То есть вы как бы здесь двигаетесь в этот момент времени вдоль вот такой вот горизонтали. И значит, у вас скорость она как бы не сильно меняется. То есть можно считать, она вообще там не меняется. Вот. И поэтому тогда это будет равняться нулю при v равняется Vmax. Но об этом мы с вами еще поговорим, когда математику физики будем изучать, но как дополнение, да, тоже хорошее. Так, поехали тогда разбираться с v со звездой. Как можно, в свою очередь, выделить v со звездой? Да элементарно. Смотрите, нам было сказано, что при моментах времени t1, t2 мы с вами принимаем одно и то же значение. То есть здесь у меня будет t1, и здесь у меня будет t2. И вот мы с вами достигаем значения как v со звездой. Верно? То есть получается, что при этих моментах времени мы получаем v со звездой. Здесь напишите ок, если это ок с v со звездой. И в свою очередь давайте сейчас покажу, а какая красота тогда здесь будет таиться в случае вот этого значения. Только мне нужно будет некоторую часть здесь стереть, потому что я думаю, с этим мы с вами разобрались. Но я думаю, многие из вас уже знают, как решать тогда эту задачу в плане v со звездой, поэтому напишите мне ваши идеи того, как нужно будет тогда находить сейчас v со звездой. Через что мы это будем делать? Через какую теорему? Так.
Тын-тын-тын. Все это стираем. Да, готово. Правильно, будет теорема Виета. То есть мы с вами сейчас будем действовать через теорему Виета. А то многие могли подумать, что тут сейчас, дискриминант, наверное. Но нет, теорема Виета. Отлично. Так, где у меня маркер? Вот у меня будет маркер. То есть, пишем, что при t равном t1 или t равном t2 у нас v маленькая от x в эти момент времени t будет выражаться как v со звездой. Тогда давайте поставим это сюда и получаем, что у нас v со звездой выражается в свою очередь как gt минус альфа на 2m на t в квадрате, где t у нас принимает как раз значение t1 или t2. И что хотелось бы отметить, что давайте мы это с вами перепишем немножко в таком красивом формате, чтобы мы с вами здесь видели квадратное уравнение относительно времени t. Поэтому альфа на 2m t в квадрате давайте перенесем налево. И что я тогда получаю? Альфа на 2m на t в квадрате. Потом минус gt плюс v со звездой. Это будет равняться нулю. Ну и вместе с этим давайте домножим на 2 альфа, деленное на... 2m, деленное на альфа. То есть домножаю на 2m, деленное на альфа. Что тогда? Тогда я получаю такое выражение вида t в квадрате минус 2mg, деленное на альфа на t. И в свою очередь еще плюс 2m v со звездой, деленное на альфа. Это у меня все будет равняться нулю. И что мы с вами здесь видим? Что это у нас будет квадратное уравнение относительно времени t. Давайте это здесь попробую указать. Вот у нас t, вот у нас t. И как мы с вами видим, это квадратное уравнение относительно t. Даже давайте помечу. Квадратное уравнение равен относительно t. Относительно t. Угу. И при этом мы с вами знаем, что корнями этого уравнения являются t1 и t2. Правильно? При этом корни этого уравнения уравен. Это будет кто? t1 и t2. Это наши корни этого уравнения. Верно? Напишите здесь, пожалуйста, пятерочку, если с этим мы согласны. Потому что, может быть, это для некоторых новинку такой метод. Вот. И что тогда? Тогда, конечно, t1, t2 мы с вами, во-первых, можем выразить, например, через дискриминант. Конечно, вы можете это сделать. Они же являются, получается, корнями этого уравнения. Но дискриминант это будет ай-яй-яй. Это будет тяжело, много, долго, ужасно. Ну, короче, страшно. Мне лично не хочется корни уравнений здесь писать. Через дискриминант. А как можно по-другому? А можно по-другому, записав теорему Виета. Ведь она нам скажет, оказывается, следующее. Пишем теорему Виета. Теорема Виета. Она скажет, что сумма наших корней t1 плюс t2, это в свою очередь будет что? Как вы помните, сумма корней у нас выражается как минус b, деленное на a. То есть давайте это как бы так обозначу. Минус b, деленное на a. Ну или в нашем случае у нас минус b это, или в нашем случае b, коэффициентик, это где? Давайте попробую это указать. То есть минус 2mg это коэффициентик b. Здесь вот единица, это у меня коэффициентик а. И
коэффициентик 2mv со звездой на альфа, это у меня коэффициентик c. Угу. Поэтому сумма корней этого уравнения нам будет давать, в свою очередь, просто 2mg, деленное на альфа. 2mg, деленное на альфа. Так, а произведение корней? Произведение корней t1, t2 нам, в свою очередь, будет давать как раз отношение c, деленное на a. c, деленное на a. А значит, я получаю, что это будет чисто 2mv со звездой, деленное на альфа. Ну как? Круто? И что тогда? Тогда я могу взять и выразить отсюда альфа из верхнего соотношения и получить тогда значение для v со звездой. Или как минимум могу взять, поделить это одно на другое, и у меня будет хорошо. Да, давайте я даже, может быть, поделю, чтобы у меня альфа сократилась, масса сократится, будет вообще прекрасно. Хотя мне альфа и потом потребуется. Давайте я все-таки альфа выражу отдельно, мне он потребуется дальше. Конечно, можно его не выражать, а здесь сразу получить значение v со звездой, но мне хотелось бы это выразить, чтобы найти все оставшиеся вещи. То есть пишем тогда, что отсюда я делаю вывод, что альфа у меня выражается как 2mg, деленное на сумму времен. На сумму времен t1 плюс t2. Вот. Тогда можем подставить сюда. И получить, что у нас будет t1, t2 выражаться как 2m v со звездой, деленное на альфа, то есть на 2mg, и помноженное на сумму времен t1 плюс t2. Тогда у меня m маленькое, оно сокращается отсюда. Это хорошо. Та же двоечка у меня сокращается. Это еще лучше. Ну и тогда я могу выразить v со звездой. То есть получаю отсюда, что v со звездой у меня выражается каким образом? Как g на t1, t2, деленное на сумму времен t1 плюс t2. Это если говорить, мы будем как раз про v со звездой. То есть на первый вопрос данной задачи мы с вами уже ответили. Это well done. Готово. Потом, время тау. Вспоминаем, что время тау у нас выражалось как 2mg, деленное на альфа. Но давайте посмотрим, на самом деле мы уже выразили время тау. То есть мы же получаем, что это у нас выражается как тау. Поэтому запишем, что при этом тау у нас легкостью просто выражается как t1 плюс t2. Поэтому тау мы тоже с вами уже знаем. Хотя на самом деле это является свойством параболы, что у нас как раз вот этот промежуток времени плюс вот этот промежуток времени будет давать нам суммарно тау. Это следует из симметрии относительно нашей здесь вертикали и из того, что у нас вот эти, получается, кусочки, они будут одинаковые, правильно, по длине. И тогда выходит, что если мы кусочек добавим сюда, и у нас получается t2, то и получается t2 плюс t1 у нас будет давать суммарное время тау. Но это мы также получили с вами из теоремы Виета. То есть, если что, можно и так делать. Вот, про это поговорили. То есть, тау мы с вами выразили. t0 ачеф, то есть, следовательно, t0 это будет полусумма t1 плюс t2, 1/2 от t1 плюс t2. Но на самом деле можно было бы выразить и здесь, потому что t0 является ровно серединкой, и тогда просто полусумма t1, t2 мы получаем серединку. Можно было бы получить и так. Ну и финальное, это v максимальное и v максимальное у нас выражается. Вот здесь единственное, нам нужно просто будет подставить на наш тот коэффициент альфа и получить ответ, что это будет mg в квадрате. mg в квадрате, деленное на 2 альфа, это будет 2 помноженное на 2 альфа, это получается 2mg, и в свою очередь еще помноженное на t1 плюс t2. Все, масса маленькая у нас сокращается, g у нас сокращается, и отсюда я получаю выражение, что v максимальное у нас будет выражаться как 1/4 от g
T1 плюс T2. T1 плюс T2. Вот и все. То есть получается вот такой результат для нашей максимальной скорости. То есть, как вы видите, мы с вами сразу на первые 4 вопроса с легкостью ответили. Здесь мне напишите, пожалуйста, 44, если вы поняли, как мы с вами ответили на все эти 4 вопроса. И мне кажется, ну, вышло прикольно, красиво, интересно. То есть за счет того, что у нас была вот эта сила, которая прям пропорциональна времени, у нас выходит вот такая красота с точки зрения скоростей. Угу. Ну и что важно здесь теперь отметить, что от нас теперь требуется найти скорость v2 в момент времени 2 тау. То есть это будет где-то тут момент времени, ну и как минимум отсюда нам уже будет видно, что та проекция нашей скорости на x, она будет отрицательна. Поэтому сразу напишите мне, куда будет направлен вектор v2 в момент времени 2 тау. Пока я буду стирать тогда с доски. Вот. Ну и, конечно, если есть вопросы, то смело задавайте. Так. Опа. Что мне здесь можно стереть? Ну, формально давайте вот это я сотру, верхнюю часть. И хорошо. Так. Альфа это 2mg на t1 плюс t2. Наверное, мне это следовало бы оставить, да? Я, наверное, вот так сотру, чтобы у меня оставалась некоторая полезная часть. Вверх, правильно. То есть за счет того, что у меня в момент времени 2 тау проекция моей скорости на x, она будет отрицательна, то я тогда как раз таки получаю, что у меня скорость будет направлена против x. А ось x мы с вами направляли вниз. Поэтому получаю, что вектор v будет смотреть у меня в этом случае вверх. Правильно подметили. Так, где у меня мел? Вот у меня мел. Мне кажется, я и так стараюсь медленно. Просто я знаю, что есть ребята, которые быстро это воспринимают. Для некоторых это может быть тогда еще скучнее. Вот. Тем более, что я думаю, что будет круто, если, например, ты будешь вот так вот стараться успевать, это будет интересно. Хотя, если многим из вас медленно, давайте вы просто сами напишите, как вам, медленно или быстрее. Медленнее или быстрее, сами напишите, пока я буду писать. Чтобы я примерно понял, под кого ориентироваться. Я так держу вроде средний темп, и должно быть нормально. Это чуть-чуть медленнее, чем средний темп. Так, остается тогда найти Vx в момент времени 2 тау. Это наша задача, чисто взять и поставить вот сюда. Получаем, что это будет g на 2 тау. Конспектировать не успеваешь. Сейчас подумаем. Я стараюсь держать средний темп, так что смотрим. Посмотрим, что как будет. Так, g на 2 тау. Потом минус альфа, деленное, в свою очередь, на 2m. Теперь вместо t я подставляю 2 тау, значит, у меня будет 4 тау в квадрате. Вот. Ну и остается раскрыть скобочки и радоваться жизни, да? Угу. Ой, получается, Vx от 2 тау у нас будет выражаться как 2 тау g минус альфа тау в квадрате, деленное на m, и все это помноженное на двоечку. Вместе с этим вспомним, что тау у нас выражается как t1 плюс t2, это было как раз-таки 2mg деленное на альфа. Да, 2mg деленное на альфа. Получаю 2g помноженное на 2mg деленное на альфа. И все это минус альфа тау в квадрате, только давайте здесь сразу домножу на двоечку, поделю на m. Ну и помножаю на тау в квадрате. Это у меня будет 2mg деленное на альфа. Так, 4m в квадрате, g в квадрате. Все это деленное на альфа в квадрате. Во. О! Что я могу здесь заметить? Что у меня, кстати, альфа в одном месте сократилась. Нет, альфа у меня полностью не сокращается, да. Я рано поторопился. Так, альфа уходит. Потом у меня масса m также одна уходит.
Ну и остается... Так, Vx от 2 тау. Это у меня будет. Здесь 4 mg в квадрате, деленное на альфа. И, в свою очередь, еще минус 8 mg в квадрате, деленное на альфа. Что, реально, что ли? А, ну реально. Вот. Ну и получаем минус 4 mg в квадрате, деленное на альфа. Давайте mg в квадрате, деленное на альфа, мы вспомним, что это у нас было 2 Vmax. То есть я получаю, что это будет минус 8 Vmax. Если про это говорить. Потому что, как видите, у меня mg в квадрате на альфа это просто будет 2 Vmax. Давайте попробую здесь, наверное, подставить. То есть mg в квадрате на альфа это будет 2 Vmax. Вот. И тогда что я здесь могу заметить? Что у меня проекция моей скорости на x она будет отрицательная. То есть это пишу, что vx от времени 2 тау у меня меньше нуля. Следовательно, у меня вектор v будет направлен против оси x, значит будет направлен вверх. Вектор v2 направлен против оси x, а следовательно направлен вверх. Направлен вверх. И v2 по модулю у меня будет выражаться как чисто 8 Vmax. То есть, по-другому это будет 2g на t1 плюс t2. Да, поместил. Вот и все. Здесь напишите мне, пожалуйста, пятерочку, если мы с вами поняли, как решили задачу. И будет прекрасно. Остается только, конечно, вот этот конечный ответ записать, чтобы мы с вами привыкали к этому. То я знаю, потом не пишешь, и вы не пишете. Так, v со звездой. V со звездой это g t1, t2 на t1 плюс t2. Второе тау это чисто t1 плюс t2. Потом третье t0. Это мы получили как 1/2 от t1 плюс t2. И четвертое v максимальное, о господи, 1/4 g t1 плюс t2. Да, мне кажется, ладно. Но я все-таки один раз должен был это сделать, чтобы мы с вами знали, что нужно ответы, если что, выписывать, чтобы не лениться. Вот. Я, наверное, уже так страдать не буду, но вам показываю. Так, 2g это 1 плюс t2. Все, записали. Ну как? Как вам задача? Оцените по... Да просто скажите, как вам задача? Мне кажется, годно вышло, годно. Можете заскриншотить, и тогда я буду это все стирать. Бам-бам-бам. И перейдем наконец-то к кинематике равноускоренного движения. Поэтому, если ты захочешь поступить в вуз без всякого там ЕГЭ, не переживав на тему там 100 баллов, 80 баллов, либо 70 там что баллов получается, а просто взять и затащить олимпиадку и за механику быть спокойным, то для тебя эта смена Ньютон будет самое то. Она и готовит людей с любого начального уровня до уровня перечня плюс. То есть до уровня того, что ты сможешь спокойно решать задачи и понимать задачи физтех-олимпиады, Росатом-олимпиады, некоторые, может быть, с региона и так далее. И на этой смене мы с вами будем учиться чувствовать, понимать всю физику процесса. Это самое ключевое и самое главное. Переходи по ссылочке в описании, применяй этот супер промокод JUN, который дает скидку в 10%, особенно если ты возьмешь бандл, то у тебя будет Tesla электростатика со скидкой в 50%, потом еще Фарадей магнетизм со скидкой в 70%, и оптика бесплатно. И сверху все это отшлифуешь промокодиком JUN, ой, лепота просто происходит. Поэтому ссылочка в описании, присоединяйся и давай начинать жестко ботать.